Веришь в Заура? Заура, нет. Виталий выиграет. Виталик выиграет? Да. Это поражение – одно из главных сенсаций пятого турнира. Двукратный абсолютный чемпион лиги AMC Заур Пайзулаев лишь второй. На высшую ступень пьедестала поднимается сибирский тяжеловес Виталий Лалитин. И пояс абсолютного чемпиона вновь отправляется в Красноярск. Но ставит ли это точку в дуэли этих тяжеловесов? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нам нужно вернуться в май 2002 года в город Грозный. Если вспомнить сейчас первый турнир Лиги AMC, то я думаю, что тогда все были уверены в победе Виталия Лалитина. Ну, за себя говорю. Я на 150% был уверен в том, что Виталий победит. Я для себя другого просто не допускал. Победа Дмитрия Силаева была, мягко сказать, шоком. То есть Дмитрий Силаев после значительного перерыва в тренировках и выступлениях, а Виталий Лалитин, наш российский фаворит, который до этого занял второе место на топ-8, и просто было немыслимо, что Виталик может отдать. Конечно, я был в надежде на то, что я его выиграю. Не получилось у меня выиграть на первом турнире AMC Дмитрия. И в абсолютке я хотел попробовать это сделать, но у меня никак не получилось. И сразу же возник вопрос, главный. Это Виталий Лалитин не в форме, и Дмитрий победил. Либо Дмитрий теперь будет побеждать всегда. Настроение боевое, потому что нормально. Ребята приехали сильные, будет интересно. Ко второму AMC я маленечко подошел ответственней, потренировался на Диму, и мне его в тяжелейшей борьбе удалось выиграть. Но также присутствовал на втором AMC с нами и Заур Пайзулаев. Когда появился Заур Пайзулаев, которого я сомневаюсь, что кто-то в тот момент мог поставить в одном ряду с Силаевым и Лалитиным, и он приходит и делает фурор. И вот эта история с реваншем Виталия с Дмитрием Силаевым, она потерялась на фоне того, как с этими парнями, как с этими двумя сибирскими тяжеловесами разобрался Заур Пайзулаев. С какой легкостью он прошел к своему титулу, но опять волна недоверия, что это случайность. Хочу передать хейтерам привет всем, которые комментируют, делают на сильнее, говорят, что я никого не смогу выиграть. Пусть дальше побольше говорят, чтобы дальше я шел вперед. Кто бы мог подумать, что никому известный Заур Пайзулаев будет так силен? Наверное, только самые ярые фанаты Арма. Третий турнир AMC я пропустил, так у меня была травма плеча. После первого турнира, когда я боролся с Дмитрием Силаевым, мне прохрустело плечо. Далее мне в поликлинике сказали, посмотрев мой МРТ, что у меня отрыв суставной губы, нужно делать операцию. К счастью, я смог с этой проблемой справиться без операции, прошел реабилитацию и залечил плечо свое к декабрю. Третий турнир AMC, мне кажется, это единственный спокойный турнир для супертяжелого дивизиона. Тогда приезжает Заур, Заур вновь выигрывает так же легко. Никто не может ему составить конкуренцию. Не могу кисть подцепить его. Там сразу как танком идет. Не получается. Вроде я его даже не зацепил. И
все понимают, да, вот он, новый топовый тяжеловес. Я уверен, что я лучше всех подготовлен. То есть, в плане силовой подготовки, что я сильнее, то есть по весам остальных всех. То есть я думаю, что у меня больше всех шансов выиграть. На подходе 4-й турнир лиги AMC, и все вроде бы ясно. Заур снова возьмет свое и уйдет с турнира с поясом абсолютного чемпиона лиги AMC. Но на одной из тренировок Заур получает травму, отрыв бицепса, и он выбывает из чемпионской гонки. В Красноярске, где состоялся турнир, балом правят сибирские тяжеловесы Дмитрий Силаев и Виталий Лалитин. Я очень рад, что мне удалось выиграть этот пояс, на который много шел. Многие мне не верили, но многие верили. Но даже те, кто верили в силу Виталия Лалитина, хотели, чтобы пояс абсолютного чемпиона лиги AMC он забрал именно из рук Заура Пайзулаева. В любом случае остается слишком много вопросов, и такая возможность сибирскому тяжеловесу представилась уже на 5-м турнире, куда заявился и Заур Пайзулаев, хотя очень многие отговаривали его от этого поспешного шага. Честно, я бы еще пропустил и там дальше подготовился, потому что опасно. И я не уверен, что он наберет ту форму пиковую, которая у него была. Я думаю, в связи с его травмой это нереально. Силаев Дмитрий, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион России, чемпион мира. Очень важный поединок. И этот поединок на самом деле покажет очень многое. Я был уверен, что даже вот этой неполной силы Заура ему хватит, чтобы стать первым. Потому что я видел тот запас, с которым он проходил и Дмитрия, и Виталия на прошлых турнирах. Я был уверен, что он вновь станет первым. И первый поединок показал, что вот этот запас был не так огромен, как это казалось со стороны. Я просто не могу физически, то есть первый вроде схватки, свежий я не могу напрягаю, мне все просто, рука не напрягается. Сначала, когда я начал бороться с Димой Силаевым, у меня было сильное волнение, я думал, я его не пройду. Даже последние тренировки мне вообще не удалось его пройти. И когда я Диму спокойненько прошел, и я видел, как Дима прошел Заура, я думаю, сейчас Дима проходит Заура. И, соответственно, я выхожу на Диму и спокойненько с ним борюсь. И получилось так, что Дима проигрывает Зауру, и я не понимаю, что делать. Я думал, сниму соревнования, я просто раз проиграл, и все, думаю, приплыли. Какая абсолютка, говорю, все, снимаюсь, думал, сейчас попробую еще раз, все. И пошел, походил там, попил кофе, разлился, и все. И потом уже думаю, что зря приехал, что, буду переть до конца, и все. И пошел. Было очень интересно посмотреть, какую форму все-таки Заур сможет выставить. Я думаю, что он не сможет выиграть Диму, потому что слишком мало времени прошло. Травма серьезная, отрыв все-таки. Вот был очень удивлен, то, что такую хорошую форму набрал. Думаю, с другой стороны, и Виталий Лалитин был в лучшей своей форме, чем в прошлый раз. Что касается 5-го турнира, здесь отдать должное Виталику, он подготовился очень хорошо. Несмотря на то, что многие говорили, что не часто видели его в зале, но форма у него была достойная. Поэтому интрига сохраняется, и очень интересно как раз будет посмотреть на следующем турнире поединок этих спортсменов. Уже 100% Заура и Виталия в хорошей форме. Интрига сохраняется. Возможно, что именно 6-й турнир даст нам окончательный ответ. Кто же на самом деле самый сильный тяжеловес лиги AMC? Двухкратный абсолютный чемпион Виталий Лалитин или двухкратный абсолютный чемпион Заур Пайзулаев? Но что-то мне подсказывает, исходя из истории турниров AMC, что вот пока эти парни на 6-м турнире будут объяснять, кто из них самый крутой, найдется кто-то третий, кто заберет титул и пояс. Вот что-то мне подсказывает, что именно так и будет. Что вот эта история 2-го турнира повторится опять.
ну, тем интереснее ждать 6-й турнир. Времени ждать осталось не так уж и много, и чтобы не пропустить всю важную информацию о предстоящих турнирах лиги, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылку вы найдете в описании к этому видео.